еще раз, посмотрите, на самом деле, вот тут уже мы все доказали. Я вот сейчас по этот x сотру, и вот, пожалуйста, формула бинома Ньютона. Да? Я просто здесь для большей наглядности вместо x записал а. Вот тут и тут. И получилось а плюс b в степени x. На самом деле, вот уже формула бинома Ньютона в точности нами получилась. Хорошо. Это было такое следствие, которое в дальнейшем нам не будет особо нужно. Вот что нам будет делать. Ну, давайте теперь заголовок такой напишем. Формула Тейлора для функции общего вида. Формула Тейлора для функции общего вида. В случае многочлена у нас, видите, точное равенство. Один многочлен равняется другому многочлену с какими-то коэффициентами, связанными с производными исходного многочлена. Что будет, если мы вот так вот по-наглому возьмем и напишем здесь просто какую-то функцию? Ну что для этой функции нужно потребовать? Надо, чтобы эта функция была определена на сегменте x0, x. Я вот так написал, хотя вполне возможно, чтобы x был левее, чем x0. Просто для определенности давайте считать, что у нас x0 где-то здесь, а x здесь. Да? Вот на таком сегменте наша функция определена. Чтобы, что у нее было? Чтобы она была в точке x0 дифференцируема, но не один раз, да, а дифференцируема n раз. Но мы на самом деле потребуем больше. Пусть наша функция будет дифференцируема на всем этом промежутке. Ну, на интервале еще в точке x0. Иногда рассматривают симметрично такую окрестность, берут x0 в центре и какую-то точку x0 плюс r, x0 минус r, и вот на таком промежутке рассматриваем. Ну вот, мы это не будем делать. Значит, еще раз. Мы требуем, чтобы на этом сегменте наша функция имела n производных. На самом деле мы чуть больше потребуем, но n производных совершенно необходимо. Да? Но даже в этом случае, чего ради, эта сумма будет равна нашей функции. Да? Тут равенство писать нельзя. А что можно написать? Ну вот, было бы хорошо, если бы все-таки то выражение, которое мы записали справа, было близким на всем промежутке к нашей функции. Да? Мы бы тогда смогли приблизить функцию чем? Многочленом степени n. И в этом многочлене от функции что бы осталось? Только коэффициенты остались. Мы знаем значение производных в какой-то конкретной точке от нулевой до n, заменяем нашу функцию многочленом и утверждаем, что вот то, что мы получим, как-то хорошо приближает нашу функцию. Имеем ли мы право это предположить? Ну, смотрите. Определение производной, вернее, определение дифференцируемой функции, помните? Так? Узнаете маленький такой кусочек формулы Тейлора? Это же как раз два первых слагаемых в нашей формуле Тейлора. Вот это
для нулевой производной, это для первой, у которой факториал равняется единице. То есть, если функция один раз дифференцируема, то действительно, если мы заменим ее линейной функцией, ну тоже простейшим многочленом, то мы в окрестности точки x0 действительно получим какое-то приближение. То есть, вот то, что останется, оно будет стремиться к нулю быстрее, чем наша линейная функция. Мы аппроксимируем функцию какой-то линейной функции. Но даже здесь какая-то добавочка есть. Вот возникает вопрос, а как же нам изучить добавочку для такой формы, да? Для более общего вида, когда тут не два слагаемых, а n слагаемых? Ну, прежде всего, давайте мы обозначим эту разность, которая не равняется нулю для произвольной функции, ну, как-то специальным образом. Rn от x0, x. Мы говорим здесь, сколько слагаемых берем, в какой точке считаем функцию, точнее, все ее производные, и в какой точке мы, собственно, эту функцию хотим приблизить. Вот эта величина называется остаточным членом. Остаточный член формулы Тейлора. И вот, если нам удастся показать, что при выполнении каких-то условий для функции f этот остаточный член является маленьким, хотя бы для иксов, которые близки к x0, то, значит, мы сможем аппроксимировать нашу функцию вот по формуле Тейлора с помощью такого вот многочлена степени. А еще было бы хорошо показать, что этот член будет тем меньше, чем больше производных мы берем, если, конечно, производные функции есть, все, которые нам нужны. Значит, это было определение остаточного члена. Я могу еще записать по-другому. Я могу написать, что f от x в точности равняется сумме плюс вот этот самый остаточный член. Вот если я запишу еще эту добавку, то я имею право здесь использовать равенство. Да? Ну, только, разумеется, что это за величина, пока мы не знаем. Вот наша цель теперь изучить, что же это такое. Как получить формулу для остаточного члена формулы Тейлора. Вот мы сейчас выведем эту формулу, используя теорему Коше конечных превращений. Сразу я формулу писать не буду, она очень страшная. Вот. Мы просто, когда получим ее, вот на нее что-то полюбуемся. Причем в этой формуле будет еще фигурировать произвольная функция. Выбирая в качестве этой произвольной функции какие-то конкретные функции, мы сможем получить разные представления остаточного члена. Но прежде всего давайте вот что сделаем. Давайте рассмотрим вот такую вспомогательную функцию. f от t. Ну, кстати, до того, как ее рассматривать, давайте еще раз уточним, что же мы требуем для нашей функции. Для нашей функции мы требуем, чтобы она имела даже не n, а n плюс 1 производную на сегменте x0. n плюс 1 производную на этом сегменте. Так. Отсюда, кстати, следует, что первый n производных будет непрерывной. Значит, n плюс 1, собственно, мы этого не требуем. Просто, чтобы она была. Так, ну вот,
страшную формулу вам заучивать вообще не придется, потому что я даже ее в экзаменационную программу включу. Хотя мне кажется, что вы можете заучить все, что угодно, как стихи. Вот здесь на самом деле придется все-таки запомнить, как же мы вот эту вспомогательную функцию f строим. Ну вот, я хочу на самом деле получить некую функцию, которая в определенной точке совпадает с остаточным членом. Ну тогда понятно, что я должен из исходной функции вычесть вот эту сумму. Так вот, в этой сумме я x не трогаю, а в качестве x нулевого я пишу как раз t. Вот как-то вот так можно попытаться это запомнить. f катая производная в точке t. Именно поэтому я требую, чтобы эти производные были определены всюду между x0 и x. Ну, k факториал. А тут получается x минус t в степени k. K от нуля до n. Как ведет себя функция на концах нашего Вселенной? В точке t0 чему она равняется? Только что сказал, между прочим. Чему равняется в точке t0? О, t0, конечно, хороший вопрос. x0. x0. Почему? Чего ради? Вместо t подставляем x0. Почему? Остаточному члену, смотрите, вот тут получается x0, тут получается x0. В точности вот это вот, если я опять восстановлю ту формулу, которая раньше была, да, вот посмотрите, в точности та разность, которую мы используем в определении остаточного члена. Так что это r, n, x0, вот это очень важно. Я хочу получить формулу для остаточного члена. Хорошо. f от x чему равняется? А вот f от x действительно равняется нулю. Казалось бы, вся эта сумма равняется нулю, потому что получается x минус x, да? Но не вся. Не забывайте, что в эту сумму входит слагаемое в нулевой степени. Так? И как раз это слагаемое, соответствующее k равно нулю, оно имеет вид f от x, ну, и все. Да? Тут единичка, здесь единичка. И вот именно это слагаемое, которое не пропадет, когда мы подставим в качестве t x, оно приведется с f от x, которое тут указано впереди. И будет много. Собственно говоря, я сейчас запишу немного явных вот этих членов, потому что нам это будет удобно. Значит, f от x минус f от t минус f' от t, ну тут пока внизу ничего не будет, x минус t минус f2 штриха, вот тут будет внизу уже 2, x минус t в квадрате минус и так далее, минус f n производная t поделить на n факториал x минус t n. Везде будет минус, да? Везде будет минус. Во-первых, глядя на это представление, легче сообразить, что в точке x мы как раз получим 0, но просто расписал. А во-вторых, я его записал, потому что сейчас мне придется более сложную вещь проделать. Я хочу еще производную найти f в точке t. Вот давайте посмотрим, чему же будет равняться производная. Значит, в x0 это остаточный член, в x это 0,
А вот чему будет равняться производная? f' от t. Видите, какая тут неприятность? Тут у нас почти во всех слагаемых t входит дважды, и поэтому придется дифференцировать как производную произведения. f от x во что превратится? В 0. t тут никакого нет вообще. 0 я писать не буду. f от t, естественно, превратится в f' от t. Так, вот теперь давайте сюда смотреть. Вначале давайте продифференцируем вот эту линейную часть. x минус t производная чему равна? Минус 1. И впереди минус. Получается плюс. Плюс f' от t. Это я одно слагаемое нашел. Второе слагаемое. Минус. Теперь я это дифференцирую. Ну, f' от t продифференцировав, я получу f2' от t. Вот так. Вот это, как-то можете себе отметить, это производная вот этого члена. Произведение двух функций. Дальше. Здесь что будет? Смотрите. Двойка по дифференцированию выскакивает, сокращается с этой двойкой. Минус выскакивает, сокращается с этим минусом. И получается плюс f2' от t x минус t. Правильно? Да. Теперь это дифференцируем. Просто получается третья производная. Минус f3' от t поделить на 2 x минус t в квадрате. Здесь что у нас будет? Здесь у нас будет минус f третья производная в точке t поделить на 3 факториал x минус t в третьей степени. Ну вот, давайте первое слагаемое проанализируем. Когда мы продифференцируем вот этот множитель по t, тройка выскочит и сократится с этой тройкой, минус выскочит и сократится с этим минусом, получится плюс f' от t поделить на 2 фактически x минус t в квадрате. Минус, ну и так далее. И вот смотрите, что получается. Да? Все члены, которые мы до сих пор выписали, благополучно уходят. Что будет в самом конце? В самом конце, вот еще раз посмотрите, мы когда дифференцируем каждое слагаемое, у нас возникает два члена. Один член со знаком плюс, это который мы получаем при дифференцировании степени, а второй со знаком минус, который мы получаем при дифференцировании производной. Значит, со знаком плюс в самом конце у нас получится, что f n-тая производная от t поделить на n минус 1 факториал. Почему? Потому что n выскочила, да, и сократилась. X минус t в степени n минус 1 минус f n плюс первая производная от t поделить на n факториал x минус t в степени n. Вот этот член, он тоже сократится с предыдущим. Там у нас был n минус первой степени, он уйдет. А вот этот никуда не уйдет. И вот он только и останется. Значит, вот все эти наши мучения окончательно привели к тому, что производная в точке t оказалась равной минусу f n плюс первая производная в точке t поделить на n факториал x минус t в степени n. Хорошо. Теперь я, собственно, могу все
стереть, даже определение f стереть. И запишу я еще раз формулу из теоремы Коши о конечных превращениях. Причем вверху я возьму функцию f, а в качестве аргумента возьму x и x0. f от x минус f от x0. А в качестве второй функции возьму функцию φ какую-нибудь, произвольную. φ от x минус φ от x0 по теореме Коши о конечных превращениях. Чему это равняется? Равняется f' в некоторой точке кси поделить на φ' в некоторой точке кси. Требуется, чтобы функция была дифференцируемой на интервале x0, x. Так? И чтобы и f, и φ были дифференцируемы. И еще требуется, чтобы φ' от кси не равнялось нулю, когда кси принадлежит интервалу x0, x. А теперь давайте в эту формулу подставим то, что мы уже посчитали для функции f. Чему равняется вот f от x0, f от x и f'. f от x равняется нулю. f от x0 равняется rn x0, x. Это я, естественно, никак не буду переписывать. Я не знаю пока, что у меня за функция φ. Какая-то произвольная. Что здесь? Здесь я подставлю как раз формулу для производной, которую мы нашли. Минус n плюс первая производная в точке кси поделить на n факториал. Тут еще φ' от кси, давайте прямо тут я ее напишу. И умножить на x минус что? Кси в степени n. Моя цель была получить формулу для остаточного члена. И я ее получил. Да? Если я теперь вот эту разность переброшу сюда, то я окончательно получу вот такую формулу. Вот тут минус, и тут минус. Тут уйдут. Значит, fn x0 x равняется n плюс первая производная в некоторой точке кси x минус кси в степени n φ от x минус φ от x 0 поделить на n факториал φ' от кси. И еще одну скобочку я не написал. Ну вот та самая страшная формула, о которой я говорил. Можете, конечно, ее выучить как стишок, здоровье. Значит, мы не просто получили представление остаточного члена, но тут еще у нас произвольная функция, которую можно выбирать разными способами, и мы будем получать разные конкретные представления того же самого остаточного члена. Вот. Главное, чтобы выполнялось условие на φ, что производная не равна нулю. Так. Что, по крайней мере, в этой формуле сразу бросается в глаза?
то, что внизу стоит факториал. А мы знаем, что факториал это функция очень такая быстро растущая. Значит, если производная нашей функции не растет, я имею в виду, если при нахождении последующих производных у нас будут получаться функции, которые не растут, то за счет этого факториала, конечно, можно ожидать, что значение этого остаточного члена будет маленькое. Да? Но все-таки нам удобнее анализировать эту формулу для конкретных функций φ. Вот давайте начнем с функции φ от t равной x минус t. X минус t. Очень простая. И заметьте, что ее производная ноль не обращается в интервале. Нам надо, чтобы она на интервале ноль не обращается. Хотя тут она и на сегменте не обращается. Так, φ от x, когда равняется нулю, φ от x0 равняется x минус x0, φ' от кси равняется просто-напросто минус единице. Правильно? Вот и давайте все эти значения аккуратно подставим и посмотрим, что у нас получится. Значит, Rn x0x представим в таком виде. f n плюс 1 от кси остается, разумеется. X минус кси, ну, пока тоже пусть остается. Здесь что получается? 0 минус x минус x0. Минус я давайте впереди напишу. X минус x0 просто напишу и все, а тут минус. Внизу получается n факториал. А тут получается всего лишь минус единица. Правильно? Минусы эти уходят. Минусы эти уходят. Получилась уже более симпатичная формула. Ее можно немножко преобразовать, используя вот какой прием. Вот кси принадлежит интервалу x0x. Я могу кси представить в таком виде. x0 плюс θ, еще одна хорошая греческая буква, x минус x0. Причем θ тогда будет лежать на интервале от 0 до единицы. Согласитесь, да? Если я возьму 0, я получу x0. Если я возьму 1, я получу что? X. А если я буду брать, причем тут даже не важно, как располагаются x и x0. Может быть, x лежит левее, чем x0. Все равно будет правильная формула. Так вот, на концах мы получаем вот это, когда θ равняется нулю. Здесь, когда θ равняется единице. Вот. А если θ лежит между нулем и единицей, то у нас будет какая-то точка из интервала получается. Значит, если мы выбрали какую-то точку кси на интервале, то ей соответствует какая-то величина θ из интервала 0,1. Вот давайте я вместо кси запишу такое выражение. Значит, минусы я уже писать не буду. f n плюс 1 x0 плюс θ x минус x0. Что будет здесь? X минус x0 минус θ x минус x0 в степени n x минус x0 не забыть. Ну а внизу остается n факториал.
Ради чего я все это делал? Вот чтобы эту степень немножко упростить. Видите, я могу вынести за скобку x минус x0. И тогда у меня получится единичка минус θ в степени n и x минус x0 в степени n. И тут еще есть x минус x0 в степени 1. Значит, окончательно я получаю вот такую формулу. f n плюс 1 производная от вот этого значения какого-то поделить на n факториал, умножить на единичку минус θ в степени n и умножить на x минус x0 в степени n плюс 1. Вот, говорят, что это остаточный член формулы Тейлора в форме Каши. Остаточный член в форме Каши. Вот тут уже хорошо видно, что если мы возьмем x близким к x0, эта разность будет маленькая, да еще она будет возводиться в эту степень. Θ у нас тоже лежит между нулем и единицей, поэтому это будет величина, лежащая тоже между нулем и единицей, и при возведении в эту степень она тоже будет только уменьшаться. Эта величина уменьшается. Да? Если вот эта производная не растет при увеличении n, тогда все вот эти члены будут маленькими, и мы можем ожидать, что остаточный член будет тоже маленьким. Да? И мы сможем хорошо приблизить с помощью вот этого многочлена из формулы Тейлора, приблизить нашу функцию. Это просто вот сейчас оценили, когда у нас будет маленький. Да, да, получили формулу, которая показывает, вот, что из себя представляет остаточный член. Мы получим сейчас еще одно представление, еще более наглядное. Видите, мы выбрали вот эту функцию. Функция была очень простая, но формула для остаточного члена получилась не очень простая. Так? Теперь будет немножко наоборот. Возьмем теперь вот такую функцию. Возьмем теперь такую функцию. В точке x по-прежнему будет 0. В точке x0 будет x минус x0 в степени n плюс 1. Производная, конечно, будет уже другой. n плюс 1, x минус кси n. И еще впереди минус, да, не забудьте. Но заметьте, все равно это производная на интервале в 0 не обращается. Так что все условия выполнены. Вот давайте посмотрим, что будет, если мы это подставим. Значит, f производная остается, x минус кси остается. Здесь что будет? Здесь будет, смотрите, φ от x0 будет x минус x0 в степени n плюс 1 и минус. Минус, потому что тут мы эту φ вычитаем. Что будет внизу? Внизу у нас будет, естественно, n факториал. И вот это производная, то есть минус n плюс 1, x минус кси в степени n. И вот такой, видите, такая интересная ситуация. Вроде функция исходная φ была более сложная, а формулу сейчас получим гораздо более простую. За счет чего? Смотрите, вверху и внизу у нас одинаковые сомножители. Все такие неприятные, которые кси содержат. Минусы уйдут. А вот тут, смотрите, n, да, n плюс 1, это же n плюс 1 факториал.
И окончательно мы получаем такую формулу. Fn плюс 1 производная в точке Xi поделить на n плюс 1 факториал умножить на x минус x0 в степени n плюс 1. Ну давайте я это сотру, чтобы не мешало восприятию, так сказать. Вот. Это формула остаточного члена в форме Лагранжа. Остаточный член в форме Лагранжа. Что мы видим? И там, разумеется, присутствует n плюс 1 производная. И там, между прочим, присутствует n плюс 1 степень n минус 1. X минус x0. Здесь, видите, факториал n плюс 1. Здесь факториал n. Но еще есть вверху маленькая добавка, которая меньше единицы. Так что относительно малости они примерно, в общем-то, одно и то же показывают. Замечательно другое. Посмотрите, вот на что это похоже. Это в точности слагаемая формула Тейлора для следующего номера, для номера n плюс 1. За исключением того, что значение производной мы берем не в точке x0, а в некоторой точке из промежутка x0x. Мы заранее не знаем в какой, но знаем, что обязательно найдется такая точка. То есть я теперь могу переписать формулу Тейлора вот в таком красивом виде, используя остаточный член в форме Лагранжа. Это равняется такой сумме плюс fn плюс 1 от Xi поделить на n плюс 1 факториал x минус x0 в степени n плюс 1. И вот в этом случае я имею право тут написать равенство. И все слагаемые, видите, практически одинаковые. Единственное, что здесь мы всюду берем в точке x0, а здесь вот в x0 мы не можем взять. Какая-то точка Xi, лежащая на интервале x0x. Но вот есть такая точка, и если ее использовать, вот мы получим. Но видите, когда n будет неограниченно возрастать, эта величина будет маленькая, особенно когда x будет близким к x0. Это означает, что вот эта сумма действительно позволяет приблизить нашу функцию многочлена к некоторой окрестности x0. Ну, вот, я думаю, на этом мы можем и закончить.